Здравствуйте все! Вы на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Я люблю небольшие уютные вещи, ведь по большому счету наша жизнь состоит из мелочей. И сегодня я буду шить нужную, приятную вещицу. Конечно, большинство из нас прекрасно обходится без нее, но почему не сделать такой подарочный вариант, тем более впереди зимние праздники и оригинальные креативные подарки никто не отменял. Мне понадобится шаблон, размер его 8,5 на 12,5 с закругленными с одного конца углами. Вырезать детали я буду из образцов мебельной ткани, но, разумеется, это может быть и драп, и костюмная ткань, и даже тонкая ткань, потому что будет уплотнитель, будет подкладка и, конечно же, стежка. Подкладка может быть любая, из любой ткани, тем более, что ее вообще не будет видно. А в качестве уплотнителя я возьму вот такой тонкий синтепон, но что касается уплотнителя, он тоже может быть разным. Я беру тонкий синтепон, чтобы придать немного мягкости. Подарки я всегда делаю в нескольких экземплярах. В данном случае тоже не исключение. Показываю пока на двух образцах. На этом образце с ромбиками я сначала сделала стежку нитками в тон ткани. Потом мне захотелось обозначить ромбы, и я простегала коричневыми нитками, конечно, не след в след. И стежка уплотнилась с изнанки, это хорошо видно. Ну, вот так получилось. Линии расчерчивала с помощью вот такого шаблона. На маленьком экземпляре это удобно. Ширина шаблона 2 сантиметра. И вот так прикладывая, я расчерчивала вот такой ручкой. Это ручка «Пиши, стирай» из Фикс Прайса. Линии исчезают от горячего утюга. Очень удобно. А эту деталь я стегала вот таким образом, волнистыми линиями. Лишнее обрезаю. Это у меня задние детали. А на передние детали я пришью вот такую аппликацию. Пришивать буду на машинке швом зигзаг. Перед тем, как пришить, я использовала вот такую паутинку. Вот. То есть она хорошо закреплена. Это добавляет удобства при стежке. Можно воспользоваться клеем-карандаш, что я тоже часто использую. Ну вот, аппликация на месте. Зигзаг соединил все 3 слоя. А дальше окантовала все детали косой бейкой коричневого цвета в тон аппликации. Ширина бейки 3,5 сантиметра, хотя достаточно и 3 сантиметров, потому что заход здесь небольшой, так как детали маленькие. Пришивала бейку с лицевой стороны, а с изнанки я пришила вручную. Можно было вот здесь проложить и машинную строчку, и это было бы быстрее, но мне нравится работать с иголкой в руках. Соединяем обе детали, приложив изнанками друг к другу. Сшиваем потайными стежками. В самом начале закрепляем несколькими стежками. Продолжаем сшивать таким образом до середины. Вот я дошла до середины. Дальше я разворачиваюсь и возвращаюсь на несколько стежков назад. И обратно возвращаюсь.
И затем я прохожу вот это место, оставив примерно 1 сантиметр. Больше не надо. И это у нас будет такое вот небольшое отверстие. Также закрепляю, я прохожу несколько стежков, возвращаюсь опять, закрепляю и продолжаю шить до конца. И вот домик для ключей готов. Получилась такая приятная вещица. Дальше я вырезала из замшевой кожи вот таких 2 шнурочка. С одного конца в эти шнурки я вдену бусины и завяжем узелочек, чтобы бусинка не соскочила. То же самое со вторым шнурочком. Вот эти концы мы привяжем к колечку от ключей. А следующая ключница получилась вот такая стильная. Когда я увидела вот эти вот разводы на ткани, у меня сразу же возникла ассоциация с листвой. И эта картинка где-то сидела у меня в голове, в закоулках памяти. И я ее, конечно, нашла, но нашла уже после того, как я ее вышила. Сейчас я вам ее покажу. Это вот такая картина по номерам. Не совсем похожа, конечно, но все же. И мне она просто очень нравится. Ну а следующий футляр, он тоже непростой. Вот эти темные квадратики на ткани, они мне как-то вот напомнили домики, и я решила их обрисовать. И вот что из этого у меня получилось. Получился такой миниатюрный ночной город. И здесь уже тоже нашли свое место ключики. Это еще не все. У меня есть заготовки, и я сошью из них еще, наверное, пару ключниц. Мне интересно, какая из ключниц вам понравилась. Жду ваших комментариев, подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи.